конце 8 века началась эпоха, которая навсегда изменила лицо Европы. Суровые викинги на быстрых кораблях впервые напали на святые монастыри, и их набеги вписали имя викингов в историю с сомнительной славой. Все началось в эпоху, когда Франкская империя Карла Великого вела долгую и жестокую войну с языческими саксами, их насильно обращали в христианство. Соседние с саксами датчане и другие скандинавские племена исповедовали ту же веру, они поклонялись Одину, Тору и другим богам. У них была сильная армия, и в 777 году саксонский вождь Видукинд бежал к ним за защитой. С франками сотрудничали английские монахи. Один из важнейших центров христианства в Британии – монастырь Линдисфарн в Нортумбрии. Оттуда происходил монах Алкуин, ставший советником Карла Великого. Именно Линдисфарн стал первой целью викингов. Летом 793 года 3 их корабля подошли к берегу. Аббат подумал, что это заблудившиеся мирные торговцы, и вышел их встретить, но был убит. Викинги разграбили монастырь, перебили монахов и осквернили святыню, выкопав алтарь. После этого нападения викингов стали воспринимать как варваров и врагов веры. В то время скандинавским богом войны считался бог Один. Он был покровителем сражений и побед. Викинги, особенно те, кто считал себя его последователями, превозносили силу и воинское мастерство. Именно они становились главной силой походов. В отличие от этого, Тор, бог народа и защиты, был ближе к мирной жизни. Символами Одина были вороны, их связывали с полем битвы, ведь птицы следовали за армиями, питаясь телами павших. Многие викинги носили изображения воронов, веря, что это поможет призвать силу бога войны. Хотя викинги считали бесчестным убивать безоружных, это правило не распространялось на иноверцев из других земель. Вскоре после Линдисфарна они разорили монастырь Джароу, затем несколько раз атаковали Айону в Шотландии. В одну из атак они перебили 68 безоружных монахов. Святой Блатмаг отказался указать место мощей святого Колумбы, за это его изрубили на ступенях алтаря. Эти набеги потрясли христианский мир. Алкуин, советник Карла Великого, объяснял их как проявление Божьего гнева за грехи общества. Монах Дудо писал, что викинги жили в распущенности, плодили множество детей, а когда те вырастали, начинали сражаться за наследство. Проигравших изгоняли, они становились морскими разбойниками. Так появилось и само слово «викинг» от древнескандинавского термина, означающего «грабителя с моря». Их флот и морское мастерство стали главным оружием, они освоили паруса и начали строить быстрые корабли с килем, часто с резной головой дракона. Оружие же часто закупали у франков, и в этом были от них зависимы. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Исследования показывают, что набеги викингов на монастыри были не случайными, а тщательно спланированными. Это были не просто дикари севера, возможно, среди них были саксонские беженцы, хорошо знавшие местность, а многие скандинавы уже тогда активно торговали и знали морские пути. Для большинства викингов главным мотивом, скорее всего, был грабеж, но их вожди могли сознательно выбирать именно христианские цели, чтобы придать походам особый смысл. Они не просто грабили, они часто оскверняли святыни и издевались над монахами. Одновременно шла война между христианскими франками и языческими датчанами. В 808 году датчане напали на абадритов, союзников Карла Великого, разрушили их столицу, заставили платить дань. После смерти Карла в 814 году его наследники начали борьбу за власть, что ослабило франков, а викинги этим воспользовались. Быстро передвигались по рекам и морю, внезапно нападали и исчезали до подхода защитников. Кроме того, франки были заняты отражением других угроз со стороны венгров и сарацин. Империя распалась, организованной защиты побережья не было. Викинги стали захватывать знать ради выкупа, простых людей просто убивали, поэтому многие бежали вглубь страны. С середины 9 века викинги начали оставаться на зиму и закрепляться на новых землях. Грабежи позволяли им собирать целые армии. В 865 году, когда погиб вождь Рагнар Лодброк, его сыновья собрали великую языческую армию и начали масштабное вторжение в Англию. Король Восточной Англии Эдмунд был убит и позже признан святым и покровителем средневековой Англии. Завоеванные земли на севере и востоке Англии стали называться Данелагом, областью датского права. Из-за набегов пострадала культура, монастыри разрушались, книги терялись, но викинги не смогли захватить весь остров. Вокруг правителя Уэссекса Альфреда Великого объединились другие англосаксонские королевства. Церковь стала опорой сопротивления, духовной и организационной. Альфред отбил Лондон, а его сын Эдуард Старший разбил викингов в битве при Тоттенхолле. Один из вождей Гуфрум принял крещение, получил землю и стал вассалом короля. После поражений многие викинги массово принимали христианство и переходили на службу к христианским правителям. Когда грабежи стали опасны, а другие ремесла им были неведомы, служба властей стала для них единственным выходом.
В Англию продолжали приходить новые группы викингов из Дании. В конце X века король Этельред II начал платить им большие суммы серебра, даннегельд, чтобы откупиться и заставить уйти. Он боялся, что датчане, уже жившие в Англии, поддержат новые нападения, например, от короля Дании Свена Белобородова, который вернул свою страну к язычеству. Чтобы предотвратить угрозу, Этельред устроил в 1002 году резню в день Святого Брайса. По его приказу были убиты многие датчане, в том числе христиане. В ответ Свен Белобородый возглавил вторжение, отомстил за соотечественников, подчинил Англию Дании, а при его сыне Кнуде Великом страна вновь стала христианской. В Ирландии викинги не смогли завоевать большие территории, ограничившись опорными пунктами, такими как Дублин, который позже стал столицей. Сопротивление ирландских королевств и отсутствие единой власти среди викингов этому мешали. Викинги в Дублине были в основном норвежцами, связанными с теми, кто захватил острова у берегов Шотландии и основали королевство островов. Их нападения ослабили кельтское христианство и привели к его изоляции. В XI веке ирландские короли временно объединились против викингов. В 1014 году при Клантарфе датчане потерпели крупное поражение от короля Брайана Бару. В XII веке ирландские летописцы воспевали победу над гневным, чужеземным и чисто языческим народом. На севере Британии в 839 году викинги разгромили армию пиктов, что ускорило их ассимиляцию со скотами и стало основой для создания королевства Шотландии. Викинги представляли серьезную угрозу и на континенте. Они поднимались по рекам и грабили плохо укрепленные города. В 845 году разграбили Гамбург и Париж, в Испании святыню Сантьяго де Компостела. В 859 году дошли до Италии и Пизы. Некоторые французские феодалы, особенно в Британии и Квитании, заключали с викингами временные союзы, используя их в борьбе против королевской власти. Для защиты от викингов франки стали строить укрепленные мосты. Идея особенно связана с графом Одо Парижским. В 886 году около 30-40 тысяч викингов осадили Париж, но благодаря хорошо организованной обороне город устоял и стал главным плотом против северных набегов. После этого Париж вырос в главный город королевства, а его мэр Эд стал ключевой фигурой в борьбе с викингами. В то же время король из династии каролингов Карл III Толстый не сумел эффективно организовать защиту и согласился на условия, по которым викинги могли уйти с добычей. Это вызвало недовольство, и вскоре Карл III был свергнут. Вокруг Эда объединилась знать, и он стал основателем династии Капетингов, которая правила Францией почти 1000 лет, через ответвление Валуа и Бурбонов. Викинги были окончательно разбиты при осаде Шартра в 911 году. Их лидер Ролан принял христианство, стал вассалом короля и основал герцогство Нормандия. Его внук Вильгельм помог восстановить франкские монастыри. Со временем норманы приняли французский язык и культуру, слившись с местным населением. По Рейну викинги проникли вглубь Восточно-Франкского королевства, современной Германии. В 881 году они разграбили Кёльн, Трир и Ахен, место погребения Карла Великого, уничтожив множество монастырей и библиотек с важными рукописями. Король Карл III Толстый собрал армию и окружил викингов, но вместо боя заключил с ними мир. Вождь викингов Готфрид принял крещение, женился на каролинской принцессе и получил часть Фрисландии в управление. Викингам также заплатили крупный выкуп. Надежды, что Готфрид остановит новые нападения, не оправдались. Борьбу с викингами продолжил епископ Гамбург-Бремена, который создал свои вооруженные силы и заставил захватчиков отступить из Фризии. Дальнейшие нападения викингов в Германию были остановлены королем Арнульфом Каринтийским. Окончательное прекращение угрозы связано с правлением Генриха I Птицелова. Викинги были остановлены, когда христианские королевства смогли объединиться и мобилизовать достаточно сил для эффективной защиты. Особенно ярко это видно в Ирландии, Англии и Франции, где объединение местных правителей и численное превосходство сыграли ключевую роль. Когда набеги на континент ослабли, в Скандинавии начался массовый переход к христианству. Первым христианским королем стал датчанин Харальд Синезубый, принявший крещение около 965 года. После этого и Англия, захваченная датчанами, снова стала христианской. Крещенные викинги, такие как Лейф Эриксон, первыми из европейцев достигли берегов Америки. Позже их потомки, норманы, сыграли важную роль в крестовых походах. В XVIII веке, с началом эпохи Просвещения, образ викингов начали переосмысливать. Поэт Эрик Густав Гейр популяризировал термин «викинг» и создал романтизированный образ этих воинов, который далеко не всегда совпадал с исторической реальностью.
В XIX веке, во время подъема национального романтизма, скандинавские писатели умышленно смягчали образ викингов, приписывая им честность и гуманизм. Тогда же появились мифы о рогатых шлемах и Вальхалле, рае для воинов. В 20 веке нацисты использовали образ викингов как символ чистой нордической расы, используя их мифологию и руны в своей идеологии и мистицизме. Идеализированный образ викинга перекочевал в современную массовую культуру. В играх и фильмах можно применить на себя роль викинга, совершающего набеги и грабящего мирные города. Подписывайтесь на канал, чтобы знать больше и не пропустить новые видео.